Анна Петровна тяжело вздохнула, опираясь на дверной косяк. На кухне стоял громкий смех, ее невестка Ксения, развалившись на стуле, сидела с подругой Ларисой, покачивая бокалом красного вина. На столе стояли тарелки с закуской, а в раковине высилась гора грязной посуды. «Девочки», — осторожно сказала Анна Петровна, — «может, все-таки ужин приготовите? Сергей вот-вот с работы вернется». Ксения оторвалась от разговора и прищурилась. «Анна Петровна, мы тут отдыхаем. Пусть Сергей сам себе что-нибудь приготовит. Он взрослый мужчина». Лариса хихикнула. «Да-да, в наше время мужики сами справляются. У нас вон доставка есть. Позаботиться о муже — это не о времени. Это просто забота». Тихо, но твердо сказала Анна Петровна. «Он целый день на стройке. Устал». «Ой, ну все, пошли нравоучения». Ксения махнула рукой. «Я не обязана стоять у плиты каждый день. У меня диплом, между прочим». «Диплом в кастрюлю не положишь», — вздохнула Анна. «А пустой желудок образованию не радуется». «Ну вы, Анна Петровна, даете?» — фыркнула Лариса. «Если бы моя свекровь так лезла, я бы...» «Вот и слава богу, что я не ваша свекровь», — перебила ее Анна Петровна. «И вам, Лариса, лучше подумать о своей семье, чем сидеть здесь и пить вино». Ксения резко поставила бокал. «Все, хватит. Я не собираюсь слушать. Сергей придет, сам разберется». Анна ушла в свою комнату, но не могла успокоиться. Ее сын, Сергей, был добрый, работящий парень, вырос без отца. Анна Петровна растила его одна. Всю жизнь она работала дояркой в селе Березовка, тянула хозяйство, чтобы у сына было будущее. После армии Сергей остался в областном центре Новоград, устроился в автослесарную мастерскую. Через полгода женился на Ксении, девушке из городка Вишневый, которая после школы перебралась в столицу региона учиться в педагогическом институте. Учительницей она так и не стала, но дипломом гордилась и считала, что простая работа Сергея — не повод для уважения. Сергею и в голову не приходило, что жена смотрит на него свысока. Он тянул на себе семью, исполнял ее капризы. Единственный раз, когда он пошел наперекор, разговор о переезде матери к ним. «Сереж, я лучше останусь в Березовке», — говорила Анна Петровна, когда он заезжал ее навестить. «Что мне в городе? Мешать вам? Тут хоть дом, огород, куры, да и могилы родные. А еще Рыжик с Мухтаром. Рыжик — кот полосатый. Мухтар — дворняга с белыми лапами». При словах хозяйки они прижимались к ее ногам и жалобно смотрели на Сергея. «Мам, но я не могу часто приезжать. 250 километров», — уговаривал он. «Давай я заберу тебя, а за животными присмотрим». «Нет-нет, сынок, живи спокойно. Я справлюсь». Так продолжалось годами, пока однажды Сергей не заметил, как у матери дрожат руки. «Мам, что это с тобой?» «Да руки уже не слушаются. Врачи говорят, болезнь Паркинсона начинается». Сергей вернулся домой и вечером заговорил с женой. «Ксюша», — сказал он, — «маме нужно переехать к нам». «Зачем?» — нахмурилась Ксения. «Чтобы я целыми днями ее терпела? Она всю жизнь тяжело работала. Теперь ей нужен уход, и врачи рядом». «А я-то тут при чем?» — скрестила руки Ксения. «Я не нанималась сиделкой быть». «Ксюша!» Впервые за долгое время голос Сергея стал твердым. «Мама будет жить с нами». Она сжала губы и больше не спорила, но поставила условие. Животных в квартиру не брать, мол, у нее аллергия. Анна плакала, не желая расставаться с Мухтаром и Рыжиком. Тут помогла соседка Анны, Ирина, молодая женщина с маленькой дочкой. «Анна Петровна, я возьму их. Двор у нас большой, и они меня знают». «Ирочка,
прослезилась Анна. «Вот на ком бы моему Сергею жениться». Первые недели Ксения держалась, но потом стала показывать недовольство. Особенно, когда Анна Петровна пыталась вмешаться в хозяйство. «Ксюша?» — робко говорила она. «Сереже, надо приготовить что-то нормальное, а не эти пельмени из пачки». «Вот и готовьте, если хотите», — раздраженно отвечала та. «Только к плите не подходите, это моя территория». «Но ты же на нее не заходишь», — тихо замечала Анна. «Она знает, что и когда готовить», — влезала Лариса, когда была в гостях. «И вообще, Анна Петровна, от вас одни нервы». Однажды при Сергее разгорелся скандал. «Мам, Ксюша, ну что вам стоит не цеплять друг друга?» — устало говорил он. «Это она меня цепляет», — отвечали Ксения. Через пару месяцев Сергей, устав, сказал матери: «Мам, я уже жалею, что настоял на твоем переезде». Она опустила глаза. «Сынок, я мешаю, да?» «Я просто устал. Уезжаю в командировку. Когда вернусь, хочу, чтобы все было по-другому». Ксения слушала и молча улыбалась. Когда Сергей ушел, она сказала свекрови: «Ну что, Анна Петровна, пора обратно, в Березовку». «Ксюша, ты не понимаешь», — только начала Анна, но Ксения ее перебила. «Я все понимаю. Чемодан? Вокзал». На следующий день Анна тихо вышла из квартиры и дошла до вокзала. Но в зале ожидания силы ее оставили, и она упала. Через пару часов Ксении позвонили из больницы. «Вашу свекровь привезли. Состояние стабильное, заберите». Положив трубку, Ксения набрала Ларису. «Слушай, есть идея. Помнишь пустую деревню Липовка? Давай отвезем ее туда и оставим». «А Сергей? Скажу, что умерла. А в гроб положим змею». Ксения засмеялась. Похороны были с закрытым гробом. «Ксюша, я хочу проститься», — попросил Сергей. «Нельзя. Врачи запретили, инфекция». Но на кладбище гроб упал, крышка откинулась, изнутри выползла змея. «Где мама?» — закричал Сергей, схватив жену. «В Липовке. Она жива». Сергей примчался в пустую деревню и нашел мать в заброшенном доме, укрытую рваными одеялами. «Мам, поехали домой». «Нет, там Ксения. Ее больше нет. Я выгнал ее». Дома Анну ждал сюрприз. Ирина привезла Мухтара и Рыжика. «Ирина», — сказал Сергей, — «выходи за меня. Я хочу, чтобы мы были семьей». Ирина обняла его. «Сереж, я согласна». Прошло 2 года. В их семье подрастали сын Ирины и общая с Сергеем дочка. Анна Петровна смотрела на них и думала: вот теперь мой сын по-настоящему счастлив. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.